Приветствую всех у себя на канале. Меня зовут Кристина. Это... Как тебя зовут? Кирилл, я Кирилл. Это Кирилл. Мы путешествуем и понемногу живем в разных странах. Сейчас мы находимся на острове Пхукет, но сегодня нас ожидает очень долгая дорога сначала до Бангкока, где мы проведем ночь, а на следующий день, то есть завтра, мы отправляемся дальше, и наша финальная точка должна быть Лаос. Правда, мы перед Лаосом сделаем еще одну остановку в городе Уданхане. Там мы останемся на ночь, а может быть даже на 2 ночи, чтобы передохнуть. И таким образом мы доберемся до Лаоса, и весь этот путь, как мы будем ехать, что у нас будет происходить по пути, мы будем снимать видеодневник и рассказывать обо всем вам. Поехали с нами? Предпоследний день нашего нахождения в Таиланде. Сегодня мы отдали байк. Сейчас надо будет поехать в аэропорт, снять машину. Точнее, просто ее забрать. Сегодняшнее утро у меня прошло таким вот образом. Со всеми тайцами я поехал на работу, но сдавать байк. Сейчас нужно будет пешком пройтись до смарт-баса. Кстати, смарт-бас — это отличный способ добраться до аэропорта задешево. Билет стоит 100 бат. Поедем с самого начала, с самой первой остановки до самой последней, до аэропорта. Не знаю, сколько это займет. Я его нашел. Смотрите, ищите вот такой вот указатель, если вы хотите доехать до аэропорта на автобусике. Вот такой вот синенький автобус, вот расписание. То есть я сейчас на последней самой остановке, Раваи-Бич. И вот ровно каждый час оно все отъезжает. И вот с Раваи. И вот так вот поехали. Очень далеко до аэропорта. Вот такие дела. Если вызывать такси, то до аэропорта отсюда стоит 800 бат. Просто оверпрайс, либо на байке 580 бат. Но это вообще капец. Я не готов такие деньги отправлять просто за то, чтобы забрать машину в аэропорте. Смарт-бас, Пхукет. Все, что нужно. Здравствуйте. Ура! Hello. Good morning. Я один вообще во всем автобусе. Автобус выглядит приблизительно, ну вот таким вот образом. Он не очень большой. Мест, наверное, 40. Ну, еще стоячих мест куча. Есть место для чемоданчиков различных. Еду в аэропорт. Надеюсь, успею за час. Конечно же, не успею, но, надеюсь, машину мне дадут без проблем. Увидимся далее. Ехать 2 часа, сейчас 11:24, выехал я с Раваи в 9 часов, и, собственно, я только приехал. Надеюсь, я все успею. Слушайте, ну вообще нормальная тачка, смотрите. Судя по всему, 2021 год, вот такая вот красотка, вся начищенная, практически без царапин, вообще классная. Красота. Скоро на ней поедем. Каждый раз, когда вы берете тачку, вам нужно будет, ну, если в одну сторону и не возвращаете в то же место, вам нужно будет заплатить деньги за то, что оно только едет в одну сторону, ну, чтобы как будто бы они вернули. В этот раз получилось дешевле, чем с Паттайи до Пхукета. С Паттайи до Пхукета это было 5300 бат, а сейчас это 3200 бат. Вот так вот. Так, вот эти мелкие засранцы запрыгивают к нам в машину. Ну что, ты хочешь с нами поехать, что ли? Так у нас уже есть один, куда ты? Ты с нами не поедешь. Нельзя сюда. Ну-ка, кш-кш-кш. Да нельзя. Он хочет с нами поехать. Берем кота с собой или нет? Как считаете? У нас есть своя, конечно, но... Да нельзя с нами ехать. И вот тут еще... тут нашествие кошек. Они все запрыгивают в нашу машину и хотят поехать с нами. Но у нас есть своя кошка, мы их взять с собой не можем. Вы чего, хулиганы? Ты чё, хулиган? Сейчас ты будешь запрыгивать. Это что за хулиган? Такой грустный червячок с нами едет. Она у нас спокойная, конечно, кисочка. Но грустная.
7-Eleven, чтобы взять с собой сэндвичи на перекус и кофеек. У меня немножко, я простуженная, у меня горло болит, першит. И посмотрите, с какой невероятной красотой наша заправка из 7-Eleven. Так, о, представляете, какая красота. Супер, супер. В общем, если вы смотрели мое видео, где я снимала про еду в Таиланде, там я делала обзор на 7-Eleven. Обязательно посмотрите. Этот магазинчик, особенно в путешествиях, нас постоянно выручает, куда бы мы ни ездили. А мы довольно-таки много ездили по Таиланду, на машине путешествовали. Мы всегда останавливаемся, всегда берем эти сэндвичи, всегда берем кофеек, плюс вот эти заправки, ПТТ называется. Ищите на картах ПТТ. И там всегда будут хорошие туалеты, чистые, будут кафешки, не только 7-Eleven, Amazon кафе, местные какие-то кафешки локальные. Вот. Ну и, конечно же, магазины 7-Eleven, где можно и поесть, и просто что-то купить. Айви, ну что, ты за руль садишься дальше, да? Ты поедешь, Кирилл устал, и ты у нас повезешь нас, да, Айвюша? Сходили мы, взяли нам сэндвичи, взяли кофе, я еще набрала себе всяких витаминок. Кирилл убирает кошкины туалеты, мы доставали. Она у нас, кстати, настолько молодец, что вот мы когда ехали из Паттайи на Пхукет, мы ей доставали туалет, тоже брали, ну, на перерыве. И она ходила в туалет, что по-маленькому, что по-большому, прям вообще супер умничка. И с таким интересом выглядывает на улицу, прям вообще. Она немножко обеспокоена, конечно, но в целом прям ей самой как будто бы интересно. Тем временем все едем и едем. Решили остановиться на ужин, даже не знаю, как это назвать. Мы едем уже на протяжении 8 часов, проехали 580 километров. Да, Кирилл? Да, все верно. 580 километров. На самом деле мы, наверное, могли бы и быстрее проехать, но мы останавливаемся, сходить в туалет, попить кофе, потом снова хотим в туалет, снова останавливаемся в туалет, снова берем кофе. Вот такой замкнутый круг. Итак, мы с собой заранее вчера взяли в Хасей Боул, кстати, классное местечко. Я могу, наверное, ссылку прикрепить к описанию, либо он у меня есть в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь туда. Я там размещала ссылки на различные кафешки на Пхукете и, кстати, в Паттайе тоже. У меня немного осип голос, так как я болею, точнее, ну, я уже выздоровела, но у меня остался вот такой осадочек неприятный. Итак, мы взяли с собой еды, мы ехали мимо, я увидела на Google карте, что здесь есть какой-то классный национальный парк с видом на море, в общем, красота неописуемая. Я говорю: Кирилл, давай мы туда заедем, остановимся и там с тобой поедим. И, в общем, вход 400 бат, мы такие: блин, ну это дорого, давай не будем мы тут останавливаться. В итоге Кирилл сторговался до 100 бат. За двоих, да, нам сначала сказали по 100 бат на каждого. Мне кажется, вот здесь на парковке. О, блин, висит вывеска: с собаками нельзя, а у самих бегают бездомные собаки. Просто толпа, капец. Я боюсь бездомных собак. На нас однажды в Турции они напали в стаей. Вот. В общем, вот такая вот минутка занимательных фактов. Но на то он и дневник кочевника, грубо говоря. Вон здесь так прикольно, здесь кемперы, то есть тут с палатками люди стоят, с домами на колесами, а мы без палаток просто посидим на море и пообедаем. Пойдемте посмотрим, что здесь за национальный парк. Вот у нас там киска мяукает. Не знаю, видно, не видно. Вот, пообедаем и двинемся дальше. Нам предстоит еще часов 5, наверное, по Google картам, но мне кажется, будет дольше мы, потому что почему-то ездим дольше, чем Google карты показывают. Вот. Я вижу там такие волны красивые. Смотри, да, Кирилл? Короче, пойдемте к морю.
Смотрите, вот здесь вот так вот все обустроено у ребят. На велосипедах вон люди путешествуют. Гамак какой-то, гамак-палатка. Есть здоровенные палатки на кучу семей. Есть вот не очень большие. Все раскладываются, кайфуют. И мы сейчас с ним присоединимся немножко. Вот у нас тут добра. Поедем. Сегодня снова очень рано, потому что хочется поскорее доехать до Удонхани и уже отдыхать. Я сняла там гостиничный номер на 2 суток, потому что хочу, во-первых, я пока не знаю, как добраться точно более удобным способом до Вьентьяна. Я знаю, что там ходит автобус, причем ходит прямо до Вьентьяна, но мы с кошкой. Не знаю, берут ли они кошку, поэтому мы хотим доехать до Удонхани, оставить кошку, сбросить вещи, потом прокатиться до автобусной остановки, уточнить у них, что с кошкой. Плюс я хочу узнать в нашей гостинице в Удонхани, может быть, у них есть какое-то такси или трансфер, который может отвезти, ну, хотя бы до границы через мост Дружбы. Либо, может, еще какой-то способ. Вообще, на самом деле, здесь в Азии все довольно-таки легко решается именно на месте, а не по интернету каким-то образом. То есть невозможно некоторую информацию нагуглить и узнать. Ты просто приезжаешь на точку и там уже ходишь, узнаешь, грубо говоря. Поэтому я взяла на 2 ночи. У меня тут весь нос жирный, я его намазала депантенолом, потому что у меня дикий насморк. И знаете, когда просто все льется, я вытираю, высмаркиваю, я ужасно себе натерла нос, все, он болит. Ну, так вот, 2 ночи мы там проведем, я хочу уже до туда поскорее доехать и уже там отдохнуть, хотя это, наверное, будет вряд ли отдыхом можно назвать. Ехать нам до туда 500, чуть больше 500 километров. Это меньше, чем до Бангкока. До Бангкока, получается, больше 800 мы вчера проехали, поэтому сегодня будет дорога, наверное, более лайтовая. Приедем мы раньше. Тем не менее, мы встали рано с утра, мы сходили на завтрак, мы остановились в Ибис. Кстати, кому интересно, в Ибисах, по крайней мере, в Бангкоке разрешают селиться с питомцами. Причем это абсолютно бесплатно, если 1 питомец на номер, если я не ошибаюсь. Вышло $50 с завтраками. Завтрак был потрясающий. Очень большой, богатый шведский стол, 3 варианта яиц, каша, рис, какие-то макароны, китайские вот эти паровые булочки были, сэндвичи, не сэндвичи, куча овощей, фруктов, кофе даже зерновой, что меня удивило. Мы как-то селились в Бангкоке в хороший 4-звездочный отель, и там был кофе 3 в 1. Это было отвратительно. Здесь был хороший зерновой кофе, так что я вам не поснимала ничего, потому что мы торопились, плюс я себя так не очень хорошо чувствую. Ну, вот номер могу сейчас чуть-чуть подснять. На самом деле он очень простой, ничего такого нет, но он не самый маленький, поэтому было неплохо, он тихий, и я очень хорошо спала, что хорошо, потому что я немного все равно еще подбаливаю. Мы отправляемся дальше, вы отправляетесь, как всегда, с нами. Увидимся уже, ну, возможно, по дороге еще увидимся. А может быть, увидимся уже в Удонхане.
перерыв небольшой на перекусить, кофе попить. Я что-то вообще себя не очень хорошо чувствую. У меня дикий насморк, вот здесь все болит, голова из этого болит. Короче, капец. Кошка спит у меня всю дорогу на коленях. Кирилл достал ей сейчас тут туалет, еду, покормить, в туалет сходить. Она у нас на самом деле такая молодец, где бы она ни была, мы ей достаем унитаз, если вот на машине путешествуем. Она спокойно какает, писает, все делает, все дела, водичку пьет. Это, конечно, очень супер, прям горжусь нашей кошкой, настоящая путешественница. Мы проехали, не знаю сколько, пишет еще ехать, 4 часа. Ехали сейчас по какой-то такой супер пустынной дороге, наверное, целый час. Ни одной ни заправки, ни 7-Eleven, вообще ничего, просто поле. Так интересно было, необычно, вообще очень сильно поменялся даже ландшафт здесь. Уже нету вот такого зеленых джунглей, что ли, уже такие цвета какие-то более коричневатые. В общем, сейчас мы идем в 7-Eleven, возьмем кофейку, возьмем, наверное, сэндвичи. Ничего лучше тут пока я не наблюдаю, потом, может быть, пообедаем нормальную еду, когда приедем уже в сам город. Поедим, не знаю, риса, там что-нибудь, не сэндвичи. А сейчас пока сэндвичи перекусим, чтобы хоть чуть-чуть энергии была. В городе Удантхане мы решили остановиться не просто так. Там мы планировали посмотреть одно уникальное событие – цветение священных красных лотосов. Мы на лодке. Красота тут действительно невероятная. В общем, все маленькие лодки разобрали. Маленькие лодки стоят 300 бат, большие лодки стоят 500 бат. Кататься по озеру 1,5 часа. Мы взяли, собственно, большую за 500 бат, хотя планировали взять маленькую. И погнали кататься. Тайцы верят, что именно эти лотосы приносят удачу и богатство, и что за человеком, увидевшим это, будет следовать удача и успех на протяжении всего года. Поэтому внутренний туризм на это озеро очень развит, а вот иностранцев мы там не застали, ни одного. Даже вездесущих китайцев не было. Лотосы цветут только около 3 месяцев, с декабря по конец февраля, а их бутоны открываются рано утром и, как пишут в интернете, закрываются уже к 9 утра. Плюс на рассвете особенно красиво любоваться этим невероятным зрелищем. Помимо самих лотосов, там множество интересных птиц. Мы прозвали их водяными курицами, потому что они очень смешно скакали по бутонам на своих тоненьких ножках. Выглядели очень умилительно. Место действительно офигенное, его обязательно стоит посетить, если будете в этих окрестностях. Выселяемся из нашего отеля, где мы провели 2 ночи в городе Удантхане, и сегодня мы отправляемся уже в нашу первую точку, это Вьентьян, столица Лаоса. С нами наша кошечка, вот она, вот такой чемодан, к которому мы примотали ее туалет. Вот у Кирилла еще большой сзади рюкзак, бэкпэк, и у меня тоже рюкзак. Кирилл, ну как тебе с этим, с бэкпэком? Ну, на самом деле, с чемоданом как будто бы проще. Да, мы, короче, решили попробовать побыть вот этими бэкпэкерами. И для начала купили один только такой, чтобы Кирилл попробовал на себе. Потом, если что, я бы взяла себе. Но в итоге мы поняли, что лучше просто 2 вот таких маленьких чемодана покупать. И так будет гораздо комфортнее, потому что их можно катать. Я не знаю, как пойдет дальше, но пока что шалость удалась. Мы сейчас сидим уже в автобусе, который прямой, который идет прямо непосредственно до Вьентьяна. И когда мы были там вчера, нам сказали, что категорически нельзя животных в этот салон, но мы решили попробовать рискнуть, потому что в предыдущий день была другая девушка на кассе, и она сказала, поговорите типа там с водителем, ну, если договоритесь. Поэтому мы подумали, что тут чисто такой человеческий фактор сыграет, и решили рискнуть. Мы взяли... И ни с кем не разговаривать. И ни с кем, да. Короче, мы просто ее пронесли, грубо говоря, просто накрыли ее толстовкой, и все. Она пока что не пищит, но она у нас такая достаточно дамочка разговорчивая. Если она, конечно, сейчас начнет разговаривать, то боюсь, что нас где-нибудь выпнут просто посреди дороги. Ну, надеюсь, что добрые люди сжалятся над нами. Вот. И на этом мы закончим это видео, а все наши приключения и путешествия по Лаосу я буду снимать в отдельном видео, а думаю, даже я сделаю 2 видео про Лаос, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии
И вот это вот все. И обязательно подписывайтесь еще на мой канал в Телеграм. Увидимся в следующих видео.